В Мариуполе я работала в еврейской общине города. Я занималась образовательными проектами и благотворительными проектами. Образовательные проекты, которые говорили об истории еврейского народа, о культуре еврейского народа, религиозная составляющая и прочее. И были благотворительные проекты, которые мы тоже курировали, помощи пенсионерам, детям, нуждающимся семьям и так далее. Понимание того, что могут напасть вот в течение 8 лет, оно было где-то на периферии сознания. В 2014 году мы были волонтерами в Центре помощи беженцев. И мы, этот шок, то, что происходило там, оно дало какой-то повштовх на то, чтобы постараться не оградить себя, но все время максимально к этому быть готовыми. Мы тогда думали, что мы готовы. Мы купили воды как можно больше питьевой и думали, что будет как в 2014-м. Но, конечно, никто даже близко не мог предположить, что будет на самом деле. Мы начали стараться помочь тем районам, которые начинали выезжать, потому что постоянные взрывы, в тех районах все время были обстрелы, и были семьи, которые наши знакомые, наши друзья, начинали с них, потом уже друзья друзей и так далее, старались их вывести, найти, где им жить, найти какую-то возможность. То есть там уже к нам приехали в наш дом, соседям позвонили, у них была пустая квартира, позвонили, сказали: извините, мы у вас уже поселили семью, они в Запорожской области живут. И таким образом второй день у нас прошел на таких переселениях. В третий день мы уже пошли в Халабуду, это центр волонтерской помощи. У нас мы старались там волонтерить, но больше это было очень так хаотично. Мы собирали продукты, привозили, что-то еще делали. Трудно даже сейчас, объезжали знакомых. И в том числе помогали уже на третий день. Мы начали помогать общине, тоже была гуманитарная помощь, продуктовая помощь. Мы каждый день писали, что в 10 утра, пожалуйста, придите по этому адресу, кому нужна продуктовая помощь, получите продуктовую помощь, потому что мы не знали, что будет дальше. Но люди, у нас чат, которые это понимали, они тоже никто не предполагал, никто не знал, как оно будет. То есть приходили, говорили: нам там пачку сахара, пожалуйста, если у вас есть возможность. И все. То есть люди не понимали, что может быть дальше. Мы не могли остаться на месте ни секунды. Остаешься на месте, и накрывает просто полная безысходность, паника, страх, еще что-то. Нужно было все время двигаться. Нужно было все время с кем-то быть на связи, ехать, что-то делать, потому что это было уже тоже своего рода безопасность психическая, психологическая. Так мы провели первые дни, пока не поняли, что бензина осталось только на выезд. Бензина не было в городе. Мы были собраны с 24 февраля. С 24 февраля мы понимали, что, возможно, какое-то время мы не сможем вернуться в Мариуполь, что мы не вернемся в Мариуполь, пока он не будет полностью украинским. Когда у нас будет возможность, мы уедем и вернемся, только в каком бы состоянии он ни был. В те дни я говорила, что я уволюсь и буду волонтером восстанавливать дома. Я даже не могла себе предположить, в каком состоянии окажется город. Этого никто не мог представить. Мы понимали, что оставаться на той территории уже просто нельзя, и что неизвестно, что будет потом. Мы больше всего боялись, что у нас не будет возможности выехать в Украину. Что в какой-то момент произойдет то, что произошло сейчас. Спустя некоторое время мы просто очень боялись, что выезд в Украину будет заблокирован, что будет фильтрация, что будут у нас была достаточно активная позиция все эти годы, и эта позиция была не такая, которая бы прошла фильтрацию, скажем так. Нельзя сказать, что есть эвакуация, и я занимаюсь эвакуацией. Я занимаюсь каким-то точечным вырыванием людей, если есть возможность. Но это очень тяжело. Семью я до сих пор не могу вывести. Мы стараемся быть на связи с каждой семьей, которая появляется в сети,
С каждыми мы связываемся, уточняем, куда они направляются, где они оказались. Стараемся оказать помощь для того, чтобы они могли достаться до той точки, в которую планируют попасть. Я всегда говорю, что выехало, слава богу, много, но никогда недостаточно. И осталось очень много, не по цифрам, а по пониманию, что там сейчас много людей, которым нужна помощь. Мы стараемся помочь, и когда они выходят на связь, подсказать, куда можно выехать, как, что у них есть, какие возможности. Но, к сожалению, возможности в Мариуполе у нас очень ограничены, и оказать помощь всем, кому мы бы хотели, мы не можем. Хотя у нас, конечно, приоритет сейчас — это те, кто остаются там или вдоль Мариуполя на побережье, чтобы как-то помочь им выбраться оттуда. Я не могу смотреть эти бесконечные фото в Фейсбуке. Все выкладывают: смотрите, какой был красивый у нас Мариуполь. Я их пролистываю, я не могу их видеть. Я не могу с ним попрощаться. Это, пока невозможно. И все говорят, что люди, это очень важно. С людьми мы все время стараемся как-то быть на связи, кто-то появляется. Пытаемся найти способ, пока не можем найти, как вытащить нашу семью. Но город — это тоже часть сердца.